Привет, YouTube, привет, сообщество. Сегодня у нас УРС, это третий материал, связанный с ним. У нас уже был N690, у нас уже была 125, если в N690 мы с ножом познакомились. Ссылки, слова, будут где-то либо там, либо в описании. В 125 мы уже не просто познакомились с ножом, это был чемпионский результат. Мы узнали про баланс, мы узнали про его внутреннее устройство, мы вообще многое узнали в тот день. То сегодня мы будем говорить про Elmax. На мой взгляд, эта железка, мягко говоря, незаслуженно обижена. И, на мой взгляд, совершенно зря. Сталька достаточно сильно распространена у нас. Причина вторая. По поводу этой стали есть масса мнений. И причина третья. То, что на самом деле, скажем так, происходит, и то, что считается в очень широких кругах, это порой, существенная разница. Давайте начнем немного издалека. Вы знаете, для большинства Бёллер Уденхольм, производитель стали Elmax, это как в анекдоте. Помните, был такой похабный анекдот, что, дескать, Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это не муж и жена, а 4 разных человека. Так вот, Бёллер Уденхольм — это тоже не 4 разных человека. Это Бёллер, австрийский концерн, и Уденхольм, шведский концерн. И это в итоге транснациональная корпорация с выручкой, по-моему, за 10 миллиардов евро в год. Небольшая иллюстрация на тему того, насколько ножевой производитель важен производителю стали. М390 — это Бёллер М390. А Elmax — это Уденхольм Elmax. И Бёллер — это Бёллер М390 Microclean, а Elmax — это Уденхольм Elmax Superclean. На некоторых порталах, даже на очень хороших и очень серьезных порталах, таких, например, как Z-Nice, очень рекомендую. Офигенный справочник стали. Не всегда точный, но офигенный, очень удобный. Даже там написано, что у Elmax, допустим, Max Hardness, то есть максимальная рабочая твердость, 62 единицы. Здесь 63. И пластичности здесь сумасшедшее количество. На некоторых ресурсах можно найти такое, что, дескать, Elmax — это такой аналог 30-ки, что, в общем, в принципе, с некоторой притяжкой за уши можно принять за истину. Но когда в этот уровень ставят еще RVL 34, то становится вообще-то просто интересно, откуда такая. Может, потому что шведские обе? Это да. Есть еще информация на других порталах, что, дескать, Elmax очень такая сходная по составу сталь с 440C. Вот, к слову говоря, состав. Если это сходная по составу с 440C, К чему все это? Если все это так аккуратненько сжать, то получается, плюс с отзывами, особенно с отзывами от людей, которые пошли после первых партий Elmax, когда еще термообработка в основной своей массе, скажем так, была такой. Сейчас эта ситуация выправилась, но тогда просто, очень много было отзывов, что Elmax это так. Так вот, все это совокупив, мы получим, что Elmax это такое, что-то такое средненькое. Вот М390 это да, а Elmax это так. Друзья мои, во-первых, вот результат. Тут нужно что понимать? Что это первый прогон Elmax. Когда их будет несколько, будет понятно, насколько оно отличается. И у меня, по ощущениям от работы, есть одно большое слово — непонятно. То есть ты под гнетом этих рассуждений, что Elmax это простая сталь, ждешь достаточно резкой потери первичной остроты. Ты ждешь элементов замыливания. В случае с Ультротеком это именно элементы замыливания. Но их нет. Ножик работает очень-очень жестко. Очень-очень схоже с М390, но чуть-чуть отличаясь. И будут следующие тесты, и будет интересно, потому что я вижу в Elmax реального конкурента М390. И под конкуренцией я понимаю примерно следующее. Есть М390, это очень серьезная железка, с очень серьезной термообработкой, дающая феноменальный результат. Но по Elmax ситуация будет примерно похожей. Отличия будут существенные в типе затупления, в возможной пластичности, в подборе угла и так далее, и так далее, и так далее. Да, теоретически на уровне ожиданий я закладываю небольшое преимущество М390. Именно небольшое. Которое в практическом поле, с учетом разницы в пластичности, коррозийной стойкости и так далее, может быть вообще нивелировано. То есть сказать, что Elmax это хуже 100%, чем М390, прям 100% хуже, это простая сталь, это примерно то же самое, что сказать, что Ducati это мотоцикл.
мотоциклы. А Honda, ну так, нагадил кто-то. Не, ну бумага она все стерпит, но по факту-то как бы будет много людей, которые с этим не согласны. Но однако на стальном рынке почему-то у нас привычка воспринимать все именно в рамках тут. Это тут, это тут, это тут. Все. По-другому никак. Друзья мои, это заблуждение. Так нельзя. Поэтому я очень надеюсь, что этот материал покажет, что Elmax это серьезная железка, к ней относиться нужно точно так же серьезно. И нужно точно так же серьезно ее готовить, как и М390. И мне реально интересно понять, какая будет все-таки вот эта дельта между М390 и Elmax, и как эта дельта будет нивелироваться, либо наоборот разрастаться в реальной жизни. Ультратек курс с Elmax сегодня у нас был на результатах тестов по резу каната. Спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч!